Что такое эмоции, что такое чувства, как они связаны и в чем они различны. Так вот, эмоции для начала. Всем же так интересно, все же думают, что эмоциональный значит живой, на самом деле ровно наоборот. Жизнь – это упорядоченное движение. Мозг существует для того, чтобы упорядочивать все функции тела и связывать их воедино. А эмоция – это когда разные отделы мозга между собой конфликтуют. С одной стороны, да, эмоции обязательная часть жизни, и без них как бы жизни не будет. Почему? Потому что конфликтуют, ну что значит, была у них там схема, допустим, какого-то взаимодействия. Раз старая схема не работает, новая еще не работает, старая уже не работает, и нужно выработать новую, и в процессе вот этой вот выработки, или нежелания ее вырабатывать, вот, идет какая-то эмоциональная реакция. Ну, допустим, я там ожидал там кого-нибудь там в 2 часа дня, там, не знаю, на прием. Он приходит в 2:15. И у меня внутри такая эмоциональная реакция, от чего это ты опоздал? То есть как бы несоответствие ожиданий и действительности. Вот, потом по цепочке еще кто-нибудь опаздывает, в результате запись ровная, а у меня эмоции в обратную сторону качаются, что вот вроде бы как все хорошо, просто пробка в городе, все через одно место, допустим, едут, если здесь Сочи вообще так своеобразно дороги устроены. То есть как бы нет особого конфликта, мне это в общем-то ведь не жалко, просто чтобы люди между собой как бы, ну, не тратили чужое время. И вот меня, допустим, ну как пример, возьмем меня, да, то есть качнуло там в одну сторону, в другую сторону, хотя на самом деле, в первую очередь, это несоответствие моих ожиданий реальности. Но наши ожидания относительно реальности это так. Даже не пыль, это вообще ничто. Но тем не менее, то есть мозг считает свои ожидания вот прям таки частью реальности, если они не совпадают, идет негативная эмоциональная реакция, если они совпадают, идет позитивная, там какая-нибудь радость, эйфория, там у нас получилось, все круто, вау. Хотя на самом деле, ну любые планы от реальности отстоят очень далеко. И чем больше ты живешь и что-то практикуешь и делаешь, тем больше ты в этом убеждаешься. Еще раз, эмоции – это либо соответствие, либо несоответствие, в первую очередь, наших ожиданий и реальной фактической информации. Это может касаться и внешней ситуации, и внутренней ситуации, чего угодно. То есть разные отделы мозга либо синхронизируются дополнительно, идет позитивная эмоциональная реакция, либо начинает конфликтовать, делить, кто прав, кто виноват, там как-то переделывать привычки, обычно идет негативная эмоциональная реакция. То есть, допустим, отличники, все те, кто у меня по жизни встречались, они внутри всегда за все переживают. Почему? Ну, потому что они очень быстро меняют схемы поведения, там, представления, что-то учат, изучают, там еще что-то. У них постоянно слегка пониженный негативный такой эмоциональный фон. Не негативный, а просто слегка пониженный. Почему? Потому что ожидания о себе вот такие, а реальность вот чуть-чуть не дотягивает. И с одной стороны это их мотивация, а с другой стороны это ситуация, в которой они живут. У профессиональных спортсменов такая сходная бывает. Потому что они знают и другую сторону. Когда ты слишком сильно радуешься, да, там совпали, там, допустим, ожидания и реальность. Вот они совпали, а на следующем уровне они не совпадут. И зачем нам радоваться? Мы лучше так напряжемся и будем работать над собой. В принципе, нормальная схема действий, но для тела лучше нейтральный эмоциональный фон. Ну, во многих текстах говорится, что не привязывайся к плодам труда, не строй там иллюзии, ожиданий там и все остальное. То есть, как бы, конечно, строй, но не думай, что это вот будет так, как ты хочешь. Вполне дельный совет, потому что пусть разные центры мозга перестраивают там свои представления о реальности, свои представления о себе, но эмоционировать-то зачем? Ведь почему я все это объясняю? Когда ты много эмоционируешь, ты очень много теряешь. На это очень тратится очень много сил, вот на эти все вот всплески, что позитивное, что негативное. И если у кого была депрессия, то есть ты сидишь о чем-то плохом думаешь, просто чувствуешь, что твоя сила просто горит. Просто сгорает, и ты все, и ты не можешь, у тебя даже мышечной силы не остается, насколько можно в депрессии все потерять. Но можно и в радости все точно так же выплеснуть. Потому что мозг вообще штука такая энергозатратная. Эмоции – это, конечно, часть жизни. И они должны быть. Но надо ясно понимать, что это не основа. Это часть, но не основа. В противовес чувствам. Чувство – это знание. Можно чувствовать, там, не знаю, пятой точкой, третьим глазом, там, мизинцем правой руки, чем угодно. Ощущение грядущего может отзываться где-то в теле, и, в принципе, у каждого своя точка. Вот, хотя на филейной части согласны все, что там точно есть чувствительная область. На самом деле это, конечно, отражение всего лишь. Так вот, чувство – это действительно основа жизни. То есть, ну, как бы два полушария, да, одно логическое, а второе чувственное. Чувственное, но не эмоциональное. Эмоции могут возникать в любой части мозга. А полушарие есть конкретно логическое, есть конкретно чувственное. Хотя они между собой тоже, разумеется, должны работать. То есть, как там, ну, байки такие про женщин, что вот, дорогой, давай мы там не пойдем там куда-нибудь, а потом выясняется, что там ДТП 10 машин, и если бы они успели, как мужик хотел, они бы просто там в этом ДТП были бы где-нибудь там в сердцевине. Но он все-таки женщину свою послушал, и все у них хорошо. Вот откуда она это узнала? Никто не знает. Там случайность, совпадение. Но когда такие события происходят длинными цепочками или у большого числа людей, ну вот, допустим, избитый пример. Рейс самолета. И самолет упал. Ну, неважно по какой причине там. Или не взлетел.
Часть людей отменяет рейсы, они хотели, но не берут билеты. Часть людей отменяет рейсы, они хотели, взяли билеты, но потом отменили за месяц, за 2 недели. Часть людей отменяет в последний момент, то есть за сутки, там меньше, то есть они вот почувствовали что-то. Вот. Часть людей сама жизнь уводит, то есть у них там не получилось, сломалась машина, не приехала такси, еще что-нибудь. А другая часть ничего не чувствует. И вместе с этим самолетом и нету их, все. И у людей, вообще американцы дотошные такие ребята, они такие случаи, ну некоторые есть команды не документируют, и людей опрашивают, то есть от чего вы, собственно, так себя ведете-то? И им люди рассказывают, что ну ты знаешь, ну какое-то такое странное чувство, я привык сам себе доверять, привык или привыкла. И в общем мы вот решили так. Вот. Иногда с парой решили, иногда кто-то один в семье принимает решение или просто сам за себя. Вот почувствовал и сделал, и остался живой, а кто-то не почувствовал, не сделал и не остался живой. Таких историй очень много. Так вот, чувства – это основа жизни. И чувства, они не бывают яркими. А эмоции как раз построены на том, что это же всплеск, значит, они по определению яркие. И очень много людей не различают разницу. Или наоборот, различают, но склонны испытывать эмоции и не склонны испытывать чувства. Типа в чувствах же нет ничего интересного. Эмоции приходящие. И как любой всплеск, как искра от костра, она очень быстро прогорает. Да, ярко, но прогорает быстро. На эмоциях не построишь отношений, на эмоциях очень трудно принимать адекватные решения, легко принимать решения, будут ли они адекватными и будут ли они принести что-нибудь полезное. Ведь адекватность – это польза для грядущего. То есть будут ли они с этой точки зрения адекватны? Большой открытый вопрос. Скорее всего, нет. Эмоции, с другой стороны, все-таки нужны, потому что совсем без них, жизнь пресная, действительно как-то тяжеловато, хочется как-то чего-то. И поплакать, и посмеяться. Вообще, почему люди кино любят? И театр, и все такое подобное. Но для здоровья все-таки они нужны, но не нужно на них ставить. А чувство наоборот. Чувство обычно устойчивое. Ну, в принципе, можно сравнивать с компасом. Чувство – это наша связь с окружающим миром. Не будем пока вдаваться в детали, как именно это работает. Никто не знает, как это работает. И я не думаю, что вообще получится это узнать. Это не важно. Главное, что ты почувствовал, и ты сделал, и, скорее всего, у тебя получилось. Но чтобы так жить, нужно различать чувства и эмоции. Да, они возникают очень похожи, но они протекают по-разному и имеют разные результаты. И там за год, за два можно вполне научиться, если поставить себе такую задачу. Много кто был у меня на столе, я говорю, ну ты понимаешь, кровоток, допустим, мозговой, он не любит твоих эмоций. Зачем? Ему нужна стабильная, ровная поставка. Компьютер ваш работает, ему нужно там плюс 5 вольт на определенных линиях, и без разницы, сколько он энергии выжрет. Ему 5 вольт, вот напряжение, вот подай вот ровно, как хочешь. Он так работает. Мозг, в принципе, точно так же. Ну, как система, да? Стабильность все-таки. Пульс, но при этом стабильность. И вы определите для себя, вы как бы жить хотите долго или вы жить хотите ярко. Потому что это две крайности, а между ними пропорция, и все живут по-своему. Если бы говорить о интуиции, опять же, не будем вдаваться в подробности, как это работает, интуиция требует очень сильной эмоциональной уравновешенности. Чтобы что-то действительно почувствовать, нужно очень быть спокойным. Хотя, ну я не говорю, что всю жизнь, нет, ну вот хотя бы там на какое-то время. Нужно уметь, это отдельный навык. Собственно, почему я все это рассказываю. Это отдельный навык. Сначала надо их различать между собой, а потом отдельный навык успокаиваться и отдельный навык, допустим, обострять чувствительность. Но мы не говорим сейчас про транс, там, не знаю, там, мантры и наркоту. Нет. Это просто навык. Ты себе говоришь, что да, у меня, допустим, есть какое-то деловое видение. Кстати, многие бизнесмены, те же, допустим, американские, хотя не только. Они говорят, что ну у меня есть там чутье, я иногда не могу там просчитать, допустим, там партнера или сделку. Но я вот опираюсь на чутье и там почти всегда получаю. Не у всех это есть и не все об этом говорят, но их достаточно много. Есть женщины, которые так живут, допустим. Я говорю, вот опираюсь я вот на ощущения и в принципе все получается. Но иногда я себя не слушаю и с этого возникает проблема. Так вот, почему мы иногда себя не слушаем? Перехлестнули эмоции. Эмоции не прям захлестывают, но они быстро испадают. То есть либо перехлестнули эмоции, либо просто не захотел обратить внимание именно на чувства. То есть, если вы смогли себе ответить на вопрос, что такое одно, что такое второе, это не значит, что вы автоматически их различаете. Нужно небольшое, но волевое усилие, чтобы вы понимали, что да, вот сейчас меня вот прет, то есть захлестывают эмоции, а вот сейчас я что-то чувствую, я понять не могу, что я чувствую, но что-то здесь не так. И если очень коротко говорить о работе с чувствами, то они, в принципе, как компас. То есть, допустим, вот, сюда ходи, сюда не ходи, сюда ходи, сюда не ходи. И ты можешь крутиться так вот вокруг своей оси, а вот сюда надо или не надо, а вот сюда надо или не надо. И если это реально чувство, если оно действительно развито, то оно обычно всегда указывает в одном и том же направлении, ну как компас. Вообще многие мужчины, допустим, они на своих женщинах, ну женщина все-таки более чувствительна, они ставят опыты.
Вот он про себя там задумывает, вот, допустим, вот там сделку какую-нибудь, и дорогая, как ты там считаешь, у тебя чего там в ощущениях? И не говорит ей вообще ничего из обстоятельств, и она не может знать. И она такая, ну ты знаешь, ощущения, честно, не очень. И он такой, ну хорошо, и не делает ничего. Ну вот в том, что задумал. А про другое думает, там, слушай, а вот здесь как? Она такая, ой, а вот здесь мне нравится, а о чем ты там думаешь? То есть у них такие интересные отношения, таких тоже достаточно много пар. И он идет и делает, и действительно, там есть то, зачем, допустим, что-то делать. Но это только если женщина спокойна, это только если она для себя все эти выводы сделала. Он, если, допустим, ее вот таким образом тестирует, он так вполне спокойно думает и никуда ни о чем не колеблется. Телепатия? Да нет, это не телепатия, это просто чувство людей, если они подходят друг к другу, они сонастраиваются автоматически. То есть мы, на электромагнитных волнах мы живем. То есть если совсем грубо, то мозги это радио, если вы настроены на одну частоту, то в чем проблема принимать, допустим, внешний сигнал? Нет же проблем, что у нас есть радио там у каждого в машине. Нет проблем, нет проблем. Ну так мозги в принципе тоже радио. Хотя там еще куча других функций. Ну в общем-то, есть части, отвечающие за антенну, есть части, отвечающие за декодирование. И мы говорим словами, мы говорим на разных языках. Но если дело касается чувства, то одна и та же комедия на испанском, японском и французском, да, она будет иметь местный колорит. Но переживания главных героев будут понятны всем, потому что язык чувств, он над языками, которые словесны. И исходя из этого мы можем общаться даже там, где, допустим, слова бессильны. Ну вот сейчас, и в принципе, что 18-й год, интернета навалом, то есть вы сами посмотрите комедию, допустим, на другом языке. И да, отличается местный юмор, и подача отличается, но в принципе и так понятно, что это комедия. То есть ясна основная идея. Да, для деталей нужно разговаривать. И если возвращаться к телу, то для здоровья нам нужно, чтобы эмоции были большую часть времени уравновешены. То есть вы, в принципе, в любую радость, там, в любую депрессию вы сходите, почему нет, мало ли ситуация располагает. Но вы вернитесь в какую-то балансную такую вот. Задайте себе балансную планку и как-то к ней возвращайтесь. Или хотя бы иногда стремитесь. Потому что иногда захлестывают, но вы хотя бы понимаете, что да, вот я сейчас в радости, и радость не вечна, наверное, мне надо как-то успокоиться. Или хотя бы иметь это в виду, что когда-нибудь я успокоюсь. То же самое про депрессию. Чувства можно развивать, но сначала нужно развивать чувствительность от тела. Потому что, говоря антенна, я имею в виду, что, в общем-то, все тело так или иначе антенна. Тут в разных частях разные вибрации резонируют. То есть сначала чувствительность от тела, эмоциональное успокоение, и то, и другое, в общем-то, завязано на позвоночник. И потом уже начинается, допустим, вот как я про пару рассказывал, это вполне реально, ничего особенного нет, но если вы друг другу подходите, и если вы оба спокойны. Потому что когда кто-то в гневе, а ты тут на релаксе решил какие-то опыты на своей женщине поставить, это точно не надо так делать, ничего хорошего не получится. А если вы оба спокойны и вам интересно, пожалуйста, это своего рода игра, почему нет.